Всем привет, с вами снова Max Dice 7, и на этот раз довольно долго не выходил ролик о новом сезоне, так как я ждал все-таки обновления с батарейками, для того, чтобы показать его, скажем так, в самой красе, мол, пришел новый сезон, пришли новые изменения и все остальное. Но, к сожалению, на данный момент я уже не могу оставаться в стороне, не записывая этот ролик. И, соответственно, батареек мы так и не увидели. За эти 7 дней уже успел пройти один маленький мини-ивент и начаться второй. Соответственно, как видите, они сейчас стали прям маленькими, то есть на 14 дней уже нету ивентов последнее время, и, возможно, они даже и не появятся. Но будем надеяться, что они все-таки будут. Соответственно, потому что ивент каждую неделю — это все-таки больше убийства фри-то-плей игроков, по причине того, что очень сложно что-то за неделю забрать, играя на фри-то-плей. Да, сейчас в ивенте непосредственно по сравнению со всеми прошлыми вернули назад то, что за трату RLT на маркетплейсе вам дается 500 поинтов, а не 100, как было в двух прошлых ивентах. То есть вернули назад изменения, и это положительно сказалось на том, что многие люди смогут, лучше закрыть ивент, потому что все-таки кто-то торгует маркет, и это будет давать просто, скажем так, больший профит, чем давало раньше. Но также есть еще и плохая новость с точки зрения того, что чем больше ивентов, соответственно, тем больше растет мощность у топов, потому что для того, чтобы ему закрыть ивент, ему не требуется практически ничего. То есть, если у вас в месяц условно есть доход в 400-500 долларов, либо любой криптовалюты в эквиваленте, да, то вы уже можете закрывать ивент чисто на реинвесте. То есть 100 баксов, в принципе, обмененных на RLT достаточно для того, чтобы полностью закрыть ивент просто лутбоксами. Или вот опять же майнер поперекидывать. А вот для фри-то-плей игроков, которые даже по стратегии 2 через 2 будут играть, они в любом случае получат не так много опыта. Они получат там что-то в районе 600-700 тысяч. И то это нужно будет прямо заморачиваться 7 дней и пытаться делать все так, как нужно. Соответственно, стратегия заключается в том, что вы играете 99 игр утром, 99 игр вечером. И когда вы первый раз утром сыграете, вы ничего в ней не заметите, а уже, соответственно, когда вы сыграете вечером 99 игр, при этом тоже нужно играть конкретно там 11 игр по очереди, то у вас получится такое состояние, что у вас каждый раз, когда вы будете играть игру, будет спадать планка мощности, и, соответственно, от этого вы будете каждый раз получать награду, а не только раз в 3 игры. То есть у вас будет условно вот здесь вот сложность 4, и она будет с первым уровнем, она будет постоянно падать у вас на 3 уровень сложности с 3 палочками. И то есть, играя повторно, вы будете получать очки. В принципе, я, возможно, даже где-то ссылку на объяснение этого скину, если кому-то это нужно будет еще. А теперь давайте разбираться, соответственно, по новому e-пассу. Что мы здесь получили? Мы получили точно такую же историю, как и в 7-м ивент пассе, то есть нам дали не какие-то крутые майнера с процентом и еще что-то, а нам дали практически все майнера без процента, которые мы в потенциале можем грейдить, да, их тут в среднем каждого из этих майнеров дали, по-моему, по 3-6 штук, возможно 3-6, но, по-моему, там 4 практически всех точно есть. И целых 60 уровней, да, то есть мы не получаем каких-то оверсильных бустов от того, что мы, скажем, закрываем там последние уровни. 10 RLT запихнули аж на 56 уровень, что на фри-то-плей, практически нереально. Так же, как и вот 54 8 RLT. Что у нас изменилось именно по квестам? Если раньше у нас, соответственно, в ивент-пассе было 75 сыграть, а уже в непосредственно RST квестах было 70, то теперь сократили и здесь. То есть теперь нам нужно сыграть 30 игр и 70, чтобы получить очки вот за этот квест. И все на этом. Больше ничего не поменялось, кроме того, что добавили дополнительно еще один, квест, задание, связанное непосредственно со стеной задач, с таскволом. То есть, если раньше у нас был вопрос в том, что мы можем тасквол, соответственно, просто пройти любой опрос или еще что-то, и даже если мы не подходили по опросу, иногда нам давали там 0.02 RLT, то есть каких-то 20 центов, или вообще 0.002 RLT, то есть там, даже не 2 цента,
Но таск при этом засчитывала. То есть вот этот таск вы получали, и, соответственно, вы могли забрать вот эту награду без выполнения рефералки. То теперь у нас есть просто еще один вариант. Если вдруг вам попадется таск, который даст вам, допустим, за опрос там RLT и там просто 1 RLT, или там 2 RLT, или что-то среднее, то вы выполняете сразу 2 задания. Тем самым получая 15 плюс 30, 45 опыта. И без проблем закрывая вот этот вот соответственно, квестик. Но, сами понимаете, в нашем регионе с тасками есть действительно большие проблемы. И поэтому это будет делаться, скорее всего, крайне редко. Именно по этой причине нам придется делать не таски, а реферальную программу. У нас есть 2 квеста именно по игры по 15 штук и еще 2 вот здесь. То есть это в общей сложности 4 квеста. После этого 20 мерджей. Если вы каждый день, в принципе, проходите все квесты за РСТ, то 20 мерджей сделать реально. Не то, чтобы вы прям 100% каждый день сможете это делать, но, скорее всего, что проблем с этим у вас не должно возникать. То есть мы добавляем еще плюс 1 квест, который сделать не то, чтобы супер сложно. И добавляем еще вот эти 2 квеста, которые просто подписки и прочее, и открыть один Luckily RLT кейс. Как видите, здесь произошло изменение. До этого там можно было открыть любой кейс, то есть какой-то season кейс тоже считался. Теперь же кейсы за RST, они не считаются, поэтому вам обязательно открывать именно Luckily RLT кейс. Может ли человек, у которого там 10-15 RLT на балансе, постоянно открывать Luckily RLT кейс? Навряд ли. То есть для новичков это все-таки убило систему вот именно получения экспы. И, следовательно, из всего этого вот вы можете сделать 5 квестов, если вы играете free-to-play. То есть отыграть все игры, 4, сделать мерджей и сделать, ну вот, просто 2 подписки, вру, не 5, а 7. То есть... Короче, 7, просто 7, 5 плюс 2, 7. Вот, 7 квестов, которые вы можете делать без проблем, вот эти. Но вот этот квест вы уже не делаете, потому что здесь нужно выполнить аж 10 квестов. И вот здесь как раз-таки вступает в роль именно сумма, которая есть у вас на кошельке. В принципе, открыть 3 кейса там неделю подряд, чаще всего вы будете уходить не в очень большой минус. Но бывают ситуации, когда вам просто не везет 3-4 дня подряд. И если вы начинали открывать, допустим, думая, что вы сможете долго открывать с каких-нибудь 30 RLT, вам может реально очень не повезти несколько дней подряд, и вы останетесь в большом минусе и вообще без денег. То есть тот самый халявный спасительный кейс, который скоро должен вам как бы выпасть, он просто не выпадет, потому что у вас закончатся деньги. Так что, наверное, этим я советую заниматься. Если у вас есть хотя бы там 60-70 RLT на балансе, то каждый день вы можете открывать по 3 кейсика, либо там 1 за 5, 1 за 10, чтобы это выполнять, либо, соответственно, маркет торговать. То есть на маркете это, в принципе, реально делается. Значит, к 7, если у вас есть RLT на балансе, мы прибавляем еще сразу вот эти 2, то есть без проблем, еще 2. И здесь у нас появляется выбор. Либо мы делаем рефералку, что, в принципе, делается не то чтобы очень сложно, зовете друзей, либо, насколько мне известно, многие приглашают там через какие-то рекламки и еще что-то, что вроде бы как тоже не запрещено. Либо же вы делаете таски. То есть вы можете это чередовать. Допустим, если у вас там есть кто-то знакомый, и вы такой: подожди, братан, давай ты зарегистрируешься там завтра, потому что сегодня я уже таск сделал. Либо, соответственно, делать таски, ну, пытаться, во всяком случае, делать. И тогда вы сможете закрывать еще и, соответственно, complete 10 daily quests. Квест. Когда вы 10 закроете, то есть это плюс 1, 10, и в общей сложности вот этот будет уже 11. Что вы получите по опыту за это? Вы получите 25, вру, 25 плюс 25, короче, 50, потом у нас идет 65, потом у нас идет 85, потом плюс 4, да, у нас идет 89. Вот оно, 89, только 89 плюс объединение у нас 30 стоит, достаточно хороший квест. Плюс, соответственно, еще 25, плюс 25, плюс еще 12 и плюс 10, так как эти 2 квеста у нас тоже выполняются. И итого мы получаем 166 опыта в день, если делать все квесты, и вам позволяет сумма RLT. То есть это явно не free-to-play, потому что на free-to-play вы навряд ли сможете столько тратить постоянно. Это в день.
Мы это умножаем, соответственно, на... Осталось у нас 94 дня, допустим. Умножить на 94. И здесь у нас получается 15 604 опыта. Делим это все на 350. И вот, пожалуйста, вы можете забрать. Ну, условно, те, кто уже с первого дня играют, они могут забрать там спокойно 45 уровней. Но, опять же, это нужно постоянно открывать ролл-кейсы, постоянно кого-то приглашать, либо делать таски. Но 45 уровней реально. Плюс мы еще также не забываем, что у нас есть ежедневные награды, которые там начинаются что-то с района... честно говоря, даже не помню. 2, 5, 8, 15, что-то там 25, 35, 55. Но в общей сложности там, по-моему, 159. Я могу ошибаться, ребят, честно, но, по-моему, цифра не изменилась, и там 159. То есть, что мы делаем? Мы берем вот этих 15 604 опыта, то, что мы можем получить, в принципе, проходя, и теперь берем 94 дня. 94 мы делим на 7, потому что опыт будет обновляться каждую неделю. Убираем этот остаток, чтобы там много не досчитывать. 13 недель у нас будет. Соответственно, 13 недель мы умножаем на 159. То есть, потому что за целую неделю вы будете получать 159. Получается еще 2067. И здесь у нас было 15 604. Плюс 15 604. Соответственно, 17 671. Опять же, делим на 350. И получается, что если с недельными брать, мы закрываем еще условно, 50 уровней. 50 пускай это будет. Даже, наверное, пускай будет 51, потому что, опять же, уже какое-то время прошло. И вы, соответственно, спросите меня, а где мне взять еще... где мне взять еще 9 уровней? Ведь я даже не дошел до того, что там вот можно РЛТ какие-то халявные, нормальную сумму получить или еще что-то. Ответ на самом деле достаточно прост. Вы можете видеть вот здесь в ивентах XP, то есть какие-то мелкие ивенты будут постоянно в самом начале иметь вот по 65 XP или еще сколько-то. На них, в принципе, до этой XP дойти не супер сложно. Ивенты, насколько я понимаю, будут проходить практически каждую неделю, или раз в 2 недели, если все-таки это будет еще добавлено. Возможно, на день рождения Роллер-Койерна в мае. И, соответственно, с вот этих вот квестиков, я думаю, можно будет добить еще, как минимум 3-4 уровня без проблем. То есть к этому вот 51, добавляем там еще, допустим, 4, допустим, возьмем максималку. Это если вы не закрываете полностью ивенты, потому что за полностью закрытый там дается там практически уровень чаще всего. Соответственно, у вас уже 55 уровень. И 5 уровней, скорее всего, что вам придется докупать. Но, согласитесь, это все-таки лучше, чем покупать Event Pass за полную стоимость, то есть вот за 670 РЛТ. Так вы потратите вот здесь, и еще 5 уровней вам обойдется там условно в 50. То есть где-то за 150 вы купите Full Event Pass, при этом нужно понимать, что вы там и РСТ получите кучу и всего остального. То есть вот такой вот, в принципе, сезончик. Ничего пока что супер удивительного. Все то же самое практически, что было и в прошлом. Да, мы все еще ждем батарейки, чтобы посмотреть, как на них можно будет там поспекулировать и еще там что-то поделать. И на данный момент мы еще также будем ожидать все-таки мая, потому что будет 5 лет Роллер-Койну. В прошлый раз они просто подарили сундучок с мощностью, что довольно-таки сильно разочаровало людей, потому что, сами понимаете, там какой-то сундучок с мощностью, этим никого не удивишь, это неинтересно. То есть там не было даже какого-то майнера или чего-то еще такого. Что будет на этот раз, честно говоря, не знаю. Насчет, соответственно, самого ивента, да, и всего остального. Я настоятельно советую подписываться на всякие их социальные сети, особенно на Discord, потому что в Discord у вас есть вполне себе живое общение с какими-то администраторами по возможности. И вот вчера в Discord, допустим, было, был пост той же самой таблицы уже непосредственно даже админом. То есть, если мы сейчас найдем вот здесь вот, вот, смотрите, появился Progression Events, то есть они все называются Progression Events. И вот, пожалуйста, был этот, и вот вам он. То есть вы заходите и просто вот в закрепленное сообщение смотрите, что постит админ. Amstar Celebrate, Nef Progression Event, и, соответственно, все, сколько прописано, и вот вам табличка. То есть потом вы ее смело можете открыть в браузере, увеличить, посмотреть, что вам нужно. Считать, допустим, мы сейчас, наверное, не будем, потому что в этом ивенте нету каких-то супер крутых наград, если честно. То есть все майнера, которые,
хоть что-то стоят и были бы интересны, они начинаются где-то вот с 19 уровня. И это очень высоко, то есть это целых 900 тысяч опыта. В принципе, на free-to-play, если у вас есть какой-то запас, вы можете спокойно на маркете это набить при желании, но, допустим, закрыть полностью весь ивент на маркете, это уже сложновато. При всем при этом, все это у меня есть, то есть процента мне это какого-то не даст. А, соответственно, топы уже смотрят больше в сторону процента, а не просто в сторону какой-то сухой мощности. Поэтому я, наверное, его в этот раз закрывать не буду. Просто по причине того, что у меня, не так много накапало еще. Давайте будем честны. Если за вот все, что я майнил, поменять, то это где-то $35. Плюс нету скидки на эфир, соответственно, мне немножко невыгодно менять эфир. Поэтому таблицу я оставлю ссылкой в описании. Также, возможно, в закрепленном комментарии она останется. Но вообще советую подписываться, вот особенно на такие сети, как Discord. Возможно, я скоро сделаю видео для тех, кто прям не знает, скажем так, каким образом вообще Discord работает, что нужно делать при подписке на сервер и прочее, потому что там есть свои нюансы. И, соответственно, это, наверное, весь ролик по роллеркоину на данный момент. У нас есть, к сожалению, только пока что ивент и большой ивент-пасс. Ничего нового пока в ближайшие 7 дней не предвидится. Что ж, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, регистрируйтесь по моей ссылке в описании. И всем пока!